Привет! Эти 3 недели мы прожили в маленьком городе в Колумбии, где мы занимались спасением планеты. В вот этом доме мы работали, жили, радовались, иногда даже плакали с нашими прекрасными хостами. Это наш пес. Сейчас мы уже собрали наши вещи и готовы уезжать в аэропорт, откуда мы летим в Боготу, и завтра уже летим в другую страну. Угадаете, куда? Быстренько покажу вам квартиру, где мы жили. Жили мы здесь бесплатно, мы ничего не платили. Это было нашей кухней. И, конечно же, в этом регионе очень много бананов. И мы все время их ели, жарили, варили, все что угодно. Но главное, что с бананов. Наша душевая, и это окно не в Хогвартс, а в нашу комнату. Уже по квартире можно заметить, что здесь живут креативные люди, которые всегда найдут способ, как использовать то, что обычно считают мусором. Так и есть. Филипп и Виктория уже больше 3 лет занимаются сбором, сортировкой и переработкой сырья. Да, сырья, не мусора, и это важно. Запомните, то, что мусор для одного человека может быть находкой для другого. Кроме этого, они ездят в разные маленькие села и учат людей тому, как правильно обращаться с мусором. Из-за того, что это все невозможно сделать без чужой помощи, они принимают у себя гостей, волонтеров из разных стран. В этот раз ими стали мы с Таней. Чем же мы занимались здесь 3 недели? И почему так долго? Что у меня даже успела вырасти борода. Если за 2 минуты под вдохновительную музыку, то... Make a better place with my own 2 hands. Make a kinder place. Oh, with my own 2 hands. With my own 2 hands. With my own 2 hands. I can make a peace on earth with my own 2 hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own 2 hands, and I can reach out to you, oh, with my own 2 hands, with my own 2 hands, oh, with my own 2 hands, I'm gonna make it a brighter place. A safer place. I'm gonna help the human race. Карепа – это маленький городок, который находится на севере страны. Этот регион, кстати, имеет не самую приятную репутацию среди колумбийцев из-за различных вооруженных группировок, которые иногда используют в своих целях местный морской порт, предназначенный для экспорта бананов в Европу. Но сейчас не об этом. Что же мы делали? Как я уже сказал, Филипп и Виктория занимаются сбором и сортировкой сырья. Для этого у них уже есть налаженные контакты с некоторыми банановыми фермами и людьми в удаленных местах региона. Там уже были поставлены вот такие экоточки, куда люди выбрасывают то, что потом можно переработать. А для того, чтобы люди знали, что можно бросать в мешок, а что нет, наши ребята регулярно проводят образовательные встречи, с чем мы ими помогли. Мы приехали еще в один поселок, находится немножко далеко от города, конечно же, от нашего поселка, от нашего села. И здесь живет очень мало людей, и будем сейчас обучать их о том, как сортировать мусор
и что делать с мусором, с отходами, и как это вообще работает, потому что здесь большая проблема. Здесь есть река, сейчас вам ее покажу, и покажем, как здесь все работает. Это уже не первый раз мы едем на такие места, и людям здесь это нужно, потому что они даже не знают, что это такое, как это работает. Поэтому здесь у них был такой экопоинт раньше, но они перестали им заниматься из-за пандемии. Сейчас мы его восстановим, обучим людей сортировке, и мы будем сюда приезжать каждую неделю, чтобы забрать материалы и посортировать их уже дома. Вика созывает людей. Потому что очень сложно добиться внимания людей в этих поселках. Каждый чем-то занимается, никто не хочет разбираться в этой теме. Поэтому... Занимается сидением. Думаю, здесь могут быть и крокодилы, Таня. Как вам такая река? Очень маленькая, классная. А в прошлый раз мы были возле реки побольше, намного больше. По ней спускают корабли с бананами и кокаином. Да, сейчас, тем временем, пока Филипп ремонтирует место, где будет мешок для сбора материала, Виктория собирает людей, y потом начнется процесс. Estirar, Y en segundo, escuchar. miren que esa también ella la intenta estirar y que No muestra estira. que try to stretch it. Miren que no estira absolutamente nada. Estirar, escuchar. Exactamente. Segundo, Слухать, el primero. жмякать, слухать. Muy bien, excelente. Terminamos hablando ucraniano y todo. Los niños, tú te comes un bombombón. Miren el sonido. Stretch it. Все, мы доделали наш экопоинт. Мы сейчас сажаем деревья, но здесь это сложно, потому что сейчас немножко уже жарко, уже 10 часов, но уже жарко. И сложно, потому что здесь раньше была дорога, и под землей сразу же начинается бетон, цемент, и сложно копать. Но мы справляемся. Берем пса. Лично для меня самое сложное было работать с детьми, которых невозможно было контролировать. А все это из-за того, что у взрослых нет времени на детей, а сами дети часто бросают школы или вообще туда не ходят. Поэтому наши гринговские лица пытались заинтересовать детишек изучением английского и экологии.
Кто бы мог подумать, но сортировка стала одним из самых интересных занятий во время нашего волонтерства, так как нам было полезно узнать про виды перерабатываемых материалов. Ведь в каждой стране существуют свои технологические возможности. Как, например, в Колумбии стекло не перерабатывается, и нужно находить другие способы его повторного использования. Это одна из скамеек, которую сделал Филипп. Она сделана из стекла, видите, переработанного стекла и бетона. Это переработанный пластик. И это, который обычно не перерабатывается. Его здесь перерабатывают и делают такой вот материал. Очень прочный и надежный. Вот, смотрите. Такой вот здесь экопоинт. Мы забрали здесь уже материалы. Они, правда, немножко воняют. Значит, люди плохо посортировали. Бросали сюда мусор, а не материалы. Но ничего, мы над этим поработаем. Все. И Филиппа всегда должен делать фотографию до, после, чтобы делать отчет. Единственный способ не умереть от жары во время похода в магазин — это дождаться, пока начнется дождь. А здесь он идет каждый день, потому что сейчас сезон дождей. И можно спокойно под звуки громов и вид молний прогуляться в магазин. Изначально мы планировали провести в Карабе 2 недели, но я думаю, только через неделю мы разобрались со всеми нашими обязательствами. А еще 2 недели остались, чтобы насладиться работой и отличной компанией. Я очень рад, что у нас получилось стать частью такого прекрасного проекта и сделать наш маленький вклад в спасение планеты. Спасибо Виктории и Филиппу за такую возможность. Но и мы на этом не останавливаемся. Place I can hold you and I comfort you, but you got